Добро пожаловать на канал Жажда приключений. И в этом видео мы поделимся с вами нашей историей транзита через Китай с выходом в город. С отменой визы это стало до невозможности просто. Поэтому теперь не стоит проводить утомительные часы ожидания в аэропорту, а создать себе настоящие приключения. У нас была 12-часовая пересадка, и нас ждал самый центр Пекина с запретным городом и его парками. Но прежде чем начать, хотим выразить огромную благодарность нашему спонсору Станиславу. Без него бы этого выпуска не было. Ну что ж, а теперь поехали! Ну что ж, выйдя из самолета, вы дружной, огромной толпой идете по длиннющим залам аэропорта Шоуду. Реально, аэропорты в Пекине, они просто огромные. Поэтому вы не мешкайтесь, не задерживайтесь на туалеты, а идите вместе с толпой, чтобы не остаться одному в этом огромном пространстве. Иммиграционные власти Китая собирают биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и фотографии, для регистрации въезжающих. Для выхода в город транзитным пассажирам это делать не нужно. Проходим мимо. По ходу дела вам измерят температуру, и вот так вот потихонечку мы достигнем зоны пограничного контроля. Если вдруг вы оказались один и не знаете, куда идти, то вам нужно вот к этой стойке. Вот такую вот форму вам нужно будет заполнить. Ее можно взять в самолете, либо в этом месте в аэропорту. Это вот все заполняют здесь этот бланк. Пройдя паспортный контроль, так и продолжаем идти по стрелке трансфер. С эскалатора поворачиваем налево и снова поворачиваем налево. Мы немного промахнулись. И вот вы уже в зале получения багажа. Идете до конца, вам нужно вот к этой черной вывеске. То есть просто прямо. Чтобы не тратить много времени и быстро ориентироваться в аэропорту, напечатайте заранее карту аэропорта. Они есть в интернете. Она вам реально может пригодиться, это не шутка. И вуаля, вы в зоне вылета. А дальше начинается самое интересное. Вы либо выходите в город, либо дальше мы покажем, как мы добирались до центра Пекина и что посмотрели за один день. Вот это центр Пекина. Центрее просто некуда. Мы приедем вот сюда, на станцию Наньлагусян. Отсюда вы с легкостью по этим узким улочкам дойдете до парка Цзиншань, откуда вам откроется головокружительный вид на запретный город и окрестности Пекина. А с этой точки будет рукой подать до великолепного парка Бэйхай. От выхода в зал далеко не уходим, буквально 50 метров. Вам нужно вот сюда, в эту черную дыру. Спускаемся вниз на Capital Airport Express. Вам нужен этаж B2, то есть на 2 этажа вниз. С эскалатора проходим прямо по направлению стрелки на метро Subway. Аэропорт Шоуду имеет 3 терминала. Первый обслуживает внутренние рейсы, второй принимает как внутренние, так и международные, а третий, самый большой и современный терминал, используется для большинства международных рейсов. Пекинская аэропортная линия метро Аэропорт Экспресс соединяет терминалы 2 и 3 с центральной линией метро, что делает поездку быстрой и удобной. Мы купили билеты до станции Дунчжимянь. Этот путь у нас займет около 30 минут. И стоимость поездки на одну персону 25 юаней. Обратите внимание, что поезда эти ходят с 6 утра до половины 11. Поэтому учтите, если вы прилетаете ночью, либо с большим количеством багажа, такси или трансфер обеспечит вам более комфортную и быструю поездку. Автобусы тоже отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить или прилетает ночью. А особенно, если вы хотите добраться до менее центральных районов города. Однако в час пик автобусы могут стоять в пробках, что увеличит ваше время в пути, которого у вас может быть не так много. Мы в поездках предпочитаем передвигаться на поездах, если это возможно. А особенно, если поезда настолько комфортабельные. Мы выходим с этой станции и двигаемся по направлению второй линии метро «Синяя ветка». Покупаем билет сразу до станции Наньлагусян. Мы поедем туда с 2 пересадками. Сначала по линии 2, потом по линии 8. У терминала есть переключение на английский язык, что упрощает покупку билетов.
И все идем и идем по указателям на линию 2. Садимся на поезд в сторону Лама Темпл. Едем до станции Голуудадзе, чтобы пересесть на линию 8. Обратите внимание, что идти приходится везде довольно долго, особенно переходы с линии на линию. Поэтому учтите это время, когда будете планировать свою однодневную поездку по Пекину. А лучше стройте маршруты заранее, чтобы не тратить на это время в моменте. Приехав на станцию Наньлогусян, ищем выход Е. Так вы сразу попадете на главную улицу. Присоединяйся к нашему сообществу путешественников, подписавшись на канал. Мы также есть в Телеграме и ВКонтакте, ссылки будут в описании к видео. Или воспользуйся QR-кодом, он сразу перенесет тебя туда, куда нужно. Конечно, не стесняйтесь оставлять комментарии, мы читаем все ваши сообщения. Так зачем же мы все-таки приехали именно сюда? Наньлогусян – это не просто улица, а целый исторический район с узкими переулками в Пекине, известный своими старинными дворами, магазинами, кафе и барами. Его основная улица – это Наньлогусян-Хутон. Этот район один из самых известных и хорошо сохранившихся старых частей Пекина, где можно прогуляться по этим узким улочкам и увидеть традиционную архитектуру. Сама улица Наньлогусян-Хутон является центром притяжения. Она заполнена магазинами, сувенирными лавками, барами и ресторанами, поэтому привлекает множество туристов. Вокруг главной улицы расположено множество небольших переулков, хутонов, которые предлагают более спокойную атмосферу и позволяют погрузиться в местную жизнь. Раньше все они были заселены местными жителями, а сейчас многие превращены в бутики, художественные галереи и кафе. Если у вас есть время, обязательно прогуляйтесь по этим улочкам, здесь очень колоритно. А вообще оказались мы здесь потому, что этот район находится в центре Пекина, а значит недалеко от таких достопримечательностей, как парк Бэйхай и Запретный город. Ну вы представляете, да? Запретный город. Самый большой и самый известный дворцовый комплекс в мире. Имеет более 900 деревянных строений и, соответственно, десятки тысяч посетителей ежедневно. И поэтому, имея небольшой запас времени, мы решили ограничиться осмотром запретного города с высоты птичьего полета. И для этого мы отправляемся в парк Цзиньшань. Покупаем билет за 2 юаня. Парк называется Цзиньшань, потому что находится на горе Цзиньшань. Переводится буквально «взгляд с горы». Хотя это вовсе не гора, а искусственный холм. Можно сказать, ручная работа. И занимает он огромную площадь – 23 гектара. Но самое интересное, что это был настоящий императорский сад при династии Мин. Здесь можно погулять сначала по нижнему ярусу, например, зайти в зал императорского долголетия. Этот зал использовался императорами преимущественно для поклонения предкам. Говорят, что сейчас этот зал занимает детский Пекинский дворец, где дети могут заниматься танцами, музыкой, пением и рисованием. Будет здорово, если вы поддержите наш канал вот по этому QR-коду или по ссылкам в описании. В парке 10 точек для осмотра. Башня красивого ожидания, павильон радости для глаз, павильон наслаждения благоуханием, павильон вечной весны, павильон удивления, павильон открытого вида, зал посещения добродетели, мемориальная арка, зал императорского долголетия и место самоубийства императора. На осмотр всех нужно затратить 3-4 часа, не меньше. Поэтому мы посмотрели только те, которые попались нам на пути наверх. И вот как раз сейчас вы можете оценить, насколько запретный город огромный и сколько вам потребуется времени, чтобы его осмотреть. Существует легенда о 9999,5 комнатах в императорском дворце. Суть легенды в том, что китайский император не мог иметь больше комнат, чем Бог, поэтому он приказал построить ровно на полкомнаты меньше, чем в Небесном дворце. Это означает, что он почти равен Небесному дворцу Небесного императора, у которого 10 тысяч комнат. А полкомнаты – это символ смирения земного правителя, хотя реальное число помещений составляет около 9 тысяч, в зависимости от того, что считать комнатой. Запретный город служил домом 24 императорам. Сохранившаяся аутентичная архитектура и сильная энергетика этого места, где принимали судьбоносные решения, не оставит вас равнодушным. При посещении запретного города бронируйте билеты лучше заранее и обязательно берите с собой паспорт, его у вас спросят.
Ну а мы спускаемся вниз и отправляемся в парк Бэйхай с одноименным озером. Здесь просто невероятно красиво, и если у вас стоит выбор, в какой же парк Пекина вам отправиться, приезжайте именно сюда. Это древний императорский сад, один из крупнейших и старейших в Китае, известный своей живописной центральной частью с озером, мостами, павильонами и культовой белой пагодой на острове. Предлагает идеальные места для прогулок, фотосессий и погружения в историю с множеством дворцов и храмов, а также возможностью аренды лодок. Озеро Бэйхай дословно с китайского звучит как Северное море. К нему примыкает Среднее море, озеро Джунхай, и Южное море, Наньхай. Парк был основан еще в XII веке, но открыт для публики только 100 лет назад. Озеро, которое находится в парке, занимает практически половину его площади. Белая Дагоба, Байтай – главная достопримечательность на острове, который можно посетить, купив отдельный билет. Эта пагода стоит на маленьком островке посередине озера, поэтому все озеро охватить своим взглядом вы не сможете. Советуем вам покататься по озеру на лодках. А еще обязательно удобная обувь, потому что ходить придется много, и перекус, так как покушать на территории парка негде. Бродя по территории парка с его многочисленными дорожками, пропадает ощущение огромного многомиллионного города и просто наслаждаешься умиротворением и тишиной. К сожалению, лишнего времени на осмотр парка у нас не было, поэтому мы не поднимались к Белой Ступе и не дошли до многих точек в парке. Обязательно посетим их в следующей поездке. Проход к Белой Ступе платный. Придется заплатить такую же стоимость, как и за вход в парк Бэйхай 20 юаней. А вот что еще вы можете посетить на острове Нефритового цветка. Как видите, список достаточно внушительный. Мы не пошли внутрь, а обошли остров по окружности. Там было тоже достаточно интересно. Склоны острова покрыты богатой зеленью. Конечно, принимать государственное решение в тишине и спокойствии императорам было гораздо продуктивнее. А в свободное время можно было и почитать под тенью деревьев, и провести часы отдыха от императорских забот. Тут и там встречаются очаровательные беседки, где в тени проводят время посетители, отдыхая от своих забот. Китайские беседки неповторимы благодаря изогнутым крышам с загнутыми углами, обилию резного декора, ярким цветам и сочетанию открытости и укрытия, символизируя гармонию с природой. Их стиль – это сочетание функциональности, защиты от солнца и дождя и утонченного искусства, отражающего философию Поднебесной. Какое же самое лучшее время для посещения парка? Лучше приходить в парк к открытию, к 6 утра. Ранним утром вы сможете избежать толпы туристов и местных жителей, наслаждаясь мирным утренним воздухом и практикой тайцзи местных пожилых людей. Идеальное время для того, чтобы почувствовать очарование старого Пекина. Вечер идеально подойдет для катания на лодках, поскольку закат окрашивает пейзажи озера золотом. После 8 волшебная иллюминация постепенно освещает Белую Дагобу, мост, залы и павильоны парка, создавая чарующий ночной пейзаж. Рассчитывайте на то, что проведете в парке не меньше 4 часов. Как показал наш опыт, беглый осмотр здесь просто неуместен. А летом, в июне и начале июля, когда тысячи ярко-розовых и белых лотосов покрывают озеро парка, создавая сказочное зрелище, здесь проходит ежегодный фестиваль лотоса, привлекающий множество туристов и местных жителей, ценящих красоту цветка и его символизм. Это не просто праздник, а возможность насладиться традиционной китайской эстетикой. Имейте в виду, лотос открывается утром, а к вечеру закрывает свои цветы. А зимой здесь на озере организуют зону катания, поэтому когда бы вы ни приехали в Пекин и не посетили парк Бэйхай, это всегда будет интересное приключение. Далее мы пройдем по изящному лунному мостику в виде полумесяца. Такой вид мостов типичен для садов Китая и Японии. Весьма функционален, так как занимает мало места и не мешает движению небольших судов. Я не встречала ни в Европе, ни в России такой популярности на фотосессии в традиционных нарядах, как в азиатских странах, таких как Корея, Япония и Китай. Здесь это очень распространено. В основном среди девушек от млад до стар. Снимаются танцы, тиктоки, фотосессии буквально на каждом шагу. И это очень круто, потому что добавляет особенный колорит местности. Вы тоже можете легко арендовать великолепное платье или традиционный костюм и почувствовать себя принцессой Гунджу или женой императора.
Места проката традиционно местной одежды найти не составит труда. Они располагаются у каждого входа в то или иное популярное место. Особенно это касается парков и дворцов. Но я их нисколько не осуждаю, ведь здесь каждое здание, каждый уголок созданы для того, чтобы запечатлеть их на камеру. И вот пока мы с вами болтали, мы достигли самого северного берега Нефритового острова и идем по длинному коридору. Да, у него вот такое оригинальное название – длинный коридор. Он сделан по образу коридора в храме Цзянтянь, провинции Цзинсу. Одна сторона у него закрытая, а другая открытая и обращена к озеру, поэтому вы можете свободно любоваться парком и озером в целом. И отсюда вы можете увидеть павильон 5 драконов на другой стороне. Коридор длиной всего 300 метров и имеет 2 этажа. Вот мы и посетили 2 парка в Пекине. Оба парка находятся недалеко друг от друга, но предлагают разные впечатления. В Бэйхай больше культурных достопримечательностей, подходит для неспешного изучения, наслаждения водными пейзажами и буддийской архитектурой. Цзиньшань же больше подходит для быстрого посещения и фотографирования, а также для созерцания захватывающих дух видов. А какой из этих парков посетить вам, решайте сами. Если наше видео помогло вам и сподвигло вас на путешествие, поставьте лайк. Ну а лучше подпишитесь на канал. Ну а мы той же дорогой через главную улицу Нань-Лагусян-Путон возвращаемся к метро. Перед дальней дорогой зашли перекусить. К сожалению, я не запомнила название кафе, но оно находится именно на этой главной улице. Если сильно захотеть, найти его проблемы не составит. Да и кафе здесь в каждом доме, выбирай на любой вкус. Имейте в виду, что вдали от этой улицы кафе встречаются не так часто. Здесь готовят байодзи. Это популярные китайские паровые булочки с разнообразными начинками. Могут быть мясными, рыбными, овощными и даже сладкими. Готовятся на пару, получаются нежными и пышными и является важной частью китайской культуры. А также их готовят вместе всей семьей, особенно на праздники, как символ удачи. Конечно, их едят на завтрак или в качестве закуски, но мы решили ими пообедать. А вообще, я, конечно, вам рекомендую в первую очередь попробовать утку по-пекински. Мы возвращаемся в аэропорт, проделывая все наши действия в обратном порядке. Метро, Аэропорт Экспресс, Терминал 3. Обращайте внимание, если Пекин пересадочный пункт, из какого терминала у вас следующий вылет. Процедура регистрации на следующий рейс проходит в ускоренном формате. Сканируем паспорт и QR-код в терминале, где вам присваивается соответствующий буквенный номер прохода. У нас был A. По нему нам и нужно было идти. Ну а дальше нас ждала Япония. Вот и завершилось наше однодневное путешествие по Пекину. С одной стороны, что можно увидеть за один день в такой огромной стране, а с другой мы составили для себя первое впечатление и поняли, что обязательно вернемся сюда снова, только уже на более длительное время. Ведь Китай — это не только архитектура и история столицы Пекина, но и невероятные горы Аватара, восхитительные закаты пляжей острова Хайнань. Конечно же, многокилометровая Великая Китайская стена. Здесь находится самое впечатляющее археологическое открытие 20 века — терракотовая армия. Умопомрачительный Шанхай. Здесь самый фотогеничный старый город Лицзян, уникальные пейзажи Гулинь и многое другое всего не перечислить. И все это в одной из древнейших цивилизаций мира, крупнейшей стране по численности населения и одной из крупнейших по территории. Стране, известной своей уникальной культурой, богатой историей и стремительно развивающейся экономикой. Ну а на этом мы заканчиваем. Пока-пока!